Проектор взад, какой-то Full HD проектор C6A. Он большой, красивый, но не знаю, насколько интересный в плане качества того, что он выдает, изображение, вернее. Слушайте, ну, относительно новая моделька, и она отличается от более старых моделей, в принципе, даже не матрицей, а наличием какого-то элементарного андроида и, конечно же, 6D Keystone. Так вот, что это за чудо? Потестируем на канале Технозон с обзором. Поехали! Ну, давайте рассмотрим для начала интерфейсы. Вот так вот повернемся. Смотрите, сверху у нас есть панель сенсорная, здесь пленка, пока не снимаю. Есть регулировка Keystone базовая и фокусировка, вернее, здесь есть фокусировка, а уже Keystone по углам у нас в самом интерфейсе проектора. Сзади у нас 2 HDMI порта, 2 USB порта, есть инфракрасник для пульта, аудио-видео вход и есть у нас вот такие вот выход для наушников. А также у нас есть подключение через VGA, VGA, как там любят некоторые рассказывать, и разъем питания. Есть вот такие вот охладительные отверстия. Сразу отвечаю на вопрос насчет фильтра. Фильтр есть, то есть он вытаскивается и чистится пылевой. Ну и спереди сам по себе у нас, видите, крышка защитная, и спереди сама по себе линза. Достаточно симпатичный и прикольный дизайн. Спереди у нас у него такой себе, знаете, текстурированный пластик. Прикольный достаточно. Ну и в принципе сзади есть колоночка. Ничего такое, я вам скажу так, по виду неплохо, хотя великоват, как по мне. Кабель питания в комплекте. Еще у нас, знаете, что в комплекте есть? Сейчас я вам покажу. Тут прям супер комплект на самом-то деле. Смотрите. Так. Легче так взять. То, что там есть инструкция, есть тряпочка для протирки линзы. Первый раз мне дают тряпочку в дешевом китайском проекторе. Также есть двое очков, то есть пара очков для 3D стерео, то есть для стереовидения. Ну, это анаглиф, очень старая технология, честно говоря, такое 3D смотреть, это, ну, не ахти какая вещь интересная. Есть у нас кабель для подключения аудио-видео на тюльпаны, тоже нормальный вариант. Есть HDMI кабель, есть VGA, VGA кабель, как некоторые любят говорить, и есть у нас винты крепления. Ну, просто винтики. Так, а для чего у нас винты крепления? Винты крепления у нас, хрен пойми для чего. У нас, к сожалению, нету никакого здесь дополнительного оборудования, но есть вот такая вот ножка. Ножка, честно вам скажу, идиотская, потому что она очень нестабильная, маленькая. Где тут она? Сейчас я покажу. Ага. Вот, смотрите. Ну, такое, черт знает что. Конечно, она регулируется немножко по высоте. Но это какой-то такой дрючок сомнительного характера. Смотрите. То есть, да, чуть-чуть приподнимает. Но совсем чуть-чуть. То есть, сказать, что на что-то она повлияет, вообще ни на что. Надо ее задвинуть и не позориться. Какой-то такой дрючок маленький. Пульт вообще ничего себя не представляет. Самый стандартный пульт для проектора. Так, теперь пойдем и посмотрим его цену на AliExpress. Мы на AliExpress. Стоит он на момент съемки. Есть две версии. Есть вот беленькая такая, есть еще темно-серенькая. Базовая версия стоит 248 баксов. Есть у нас версия, которая продается со стоечкой. Кстати, вот к стоечке, наверное, вот эти винтики и нужны для того, чтобы прикрутить эту стойку. Ну, это не стойка, это монтажная штука на потолок. Вообще такое себе действие. И есть еще с пультом дополнительным. Ну, это знаете, что за пульт? Это C120, только стоит он чересчур дорого вместе. Что они заявляются? 6D Keystone до 300 дюймов, Android 9, Wi-Fi 5 ГГц. Ой-ой-ой, как вы тут очень сильно. Так. Широкий цветовой диапазон, высокий контраст 10 тысяч к 1, 6D Keystone, Hi-Fi 10 Вт спикер. Это даже звучит, наверное, смешно. Hi-Fi 10 Вт спикер.
Жизненный цикл лампы 50 тысяч часов, Android OS 9, 11, это как понять, поддержка 4К, но это он просто-напросто 4К засовывает в Full HD. И у нас операционная система, получается, он построен на МТК 9255. Кстати, пиковая яркость, они заявляют 7000 люмен. Они заявляют МТК процессор 9255 слабоват, G31 MP2 550 МГц. И тут вот знаете в чем проблема, 1 гигабайт DDR3 на 16. Вообще под такие штуки я сразу говорю, что нужно либо компьютер, либо ТВ-бокс. Вообще компьютер предпочтителен, потому что я прям вот могу прованговать, что у этого проектора поддержки 24-кадрового режима чистого нет. Поэтому при использовании компьютера и, например, подплеера с какой-нибудь уплавнялкой, то будет вообще очень прикольно, да, там в 60 Гц будет смотреть 24-кадровые фильмы интерполированные, и будет приятно смотреть, без дерганины. Что они еще тут заявляют? Ну, в принципе, такое себе. Обычно, я вам скажу, очень слабый Android в таких версиях. Они еще говорят, что здесь Miracast и AirPlay, но посмотрим. Конечно, 1 гигабайт операционной системы это факап. Ой, для операционной системы это факап, 1 гигабайт вообще просто маловато. Короче, что я вам могу сказать? Что ссылки на проверенного продавца, на оригинальный магазин по этому проектору лежат в описании под видео. А также подписывайтесь, нажимайте колокольчик. А мы сейчас переходим и уже тестируем. И там же сделаем с вами резюме. Поэтому резюме будем делать прямо на тесте проектора. Перешли. Итак, мы видим заставочку. Выходим и как бы андроидом это вообще трудно назвать. У нас здесь есть кое-какой интерфейс, у нас здесь есть там мои приложения, магазин приложений. Что такое магазин приложений? А ну-ка зайдем. Ничего. Сейчас мы, во-первых, пойдем в настройки и подключим Wi-Fi для начала, потому что проверять настройки приложений в таком варианте не совсем интересно. На Android клавиатура обыкновенная. Но вот я вам серьезно говорю, под это нужно сразу брать ТВ-бокс или компьютер. Так, 5 ГГц подключено. Плюс есть Bluetooth какой-никакой. Хорошо, настройки приложения есть. У нас тут стоит AirPin Pro, Netflix, VLC, YouTube. С учетом того, что я здесь не вижу аккаунтов, то мы с вами понимаем, что я оказался прав. И здесь самый урезанный Android. То есть у нас есть там апдейт не найден, короче, такое. Есть, магазин приложений. Что там за магазин приложений? Ух ты, зайдем в аккаунт. В аккаунт, сейчас посмотрим. Да, я даже в аккаунт могу зайти, ничего себе. Так, даже заработал магазин приложений. Ну, раз такая пошла пьянка, сейчас мы установим сюда AIDA 64. Так, открываем AIDA. Конечно, все работает очень-очень медленно. И это так, Mediatek какой-то. Центральный процессор у нас 4 ядра по 1,5 ГГц. Короче, ребят, я это даже как внутреннюю эту рассматривать не буду. Разве что IPTV погонять с маленьким коннектом каким-то. И температура, смотрим, да, МТК термал выше 70 градусов на простое, на обыкновенном простое. Поэтому эта штука опасная в плане, как опасная, она не заслуживает нашего внимания. Если хотим эксплуатировать нормально проектор, то, конечно же, нужно внешний какой-то источник ставить. Очень лагучий, но у нас тут еще предустановлен YouTube, Netflix, AirPin Pro, Android Mirroring и даже браузер. Но на 1 гигабайте побраузить это будет, конечно, печаль. Ну ладно, мы начнем не с того. Идем в настройки, и меня очень интересует заявленный 6D Keystone с настройками коррекции. У нас есть варианты, как его перевернуло. Знаете, в чем вопрос? Он настройки для каждого из перевернутых моментов делает. У нас есть цифровое увеличение, есть вертикальная коррекция, горизонтальная коррекция. То есть у нас есть базовый Keystone в виде кольца прокрутки, есть вот такая вот у нас коррекция вертикальная, есть горизонтальная по углам. То есть, в принципе, уже нормально, но есть еще 4-точечная коррекция, там, где мы можем, конечно, тут уже извращаться и делать вот такие вот штуки. То есть, давайте вернем, конечно же,
в настройку в базовую, чтобы у нас не было покореженное изображение. То есть вот таким вот образом можем делать. То есть мы уже можем играться с углами и настраивать даже четкость, выводить под каждый из углов. Классная тема на самом-то деле. А ну-ка, что-то я уже в углы полез. Куда-то не туда. Не, нормально, нормально. То есть можно играться с углами, и все будет у вас отлично. То есть да, я подтверждаю, коррекция здесь есть заявленная. Хотя теперь надо нам проекцию чуть-чуть подкорректировать, чтобы было более-менее ровно. Дальше в настройке языка установка даты. В больше у нас есть источник загрузки. То есть мы можем выбрать источник загрузки, который будет при включении данного проектора. Вариант загрузки с приложения. То есть мы можем выбрать приложение, которое должно загружаться. Очень удобно в плане того, что если у вас загружается там, короче, IPTV, например. Питание в режиме ожидания. Это выбор вариантов выключения. То есть он будет либо выключиться, либо в режим ожидания упадет. Скринсейвер и скринсейвер тайм-аут шаутдаун. Это значит, что после 60 минут он выключится вообще. Но никаких настроек по работе с аккаунтом здесь нет. И я вам скажу, чем это чревато. Давайте попробуем зайти в YouTube. То есть у нас есть сейчас магазин приложений, которые мы с вами сделали, как бы ввели туда аккаунт. Мне интересно, подтянет ли этот аккаунт само по себе приложение YouTube фирменное. Да, подтянуло. А ну-ка дальше. Я удивлен, но это нормально. Ну, заработало, я могу сразу включить свой видос. Оу, как это громко. Колонка громкая, но я вам скажу такую вещь. Дело в том, что это чуть-чуть напрягает, он такой себе, звук высоковат. Давайте включим какой-нибудь из наших роликов, погоняем. О, вы знаете, еще и неплохо проигрывает. Я прям вот удивляюсь этому всему действию. Так, качество 720. Вот оно в чем фишка. В том, что, я же говорю, изначально я прав, и смотреть базово здесь YouTube не больше 720p, поэтому в любом случае будем использовать TV-Box. Давайте статистику для сисадминов выключим. И посмотрим на сам по себе ролик. Ну, ролик проигрывает неплохо. Конечно, я вам скажу честно, здесь яркость не 7000 люмен, как они заявляются, прям вот 7000, и четкости при такой реализации андроида нет. То есть я буду однозначно против такого использования. Будем пробовать на TV-боксе, но сейчас мы пойдем с вами на USB. У нас подключен жесткий диск. Давай. И посмотрим тестовые картинки. Начнем с тестовых видео. А это значит, что здесь мы посмотрим, знаете, нет, мы не так посмотрим. Мы посмотрим на 24 FPS Motion Test. Понятное дело, 24-кадрового режима чистого нет, мы видим дерганину чистую, поэтому в любом случае нам нужно будет с вами, если вы не хотите смотреть с дерганием, то используйте компьютер с уплавнялкой. То же самое, если мы запустим какое-нибудь видео, допустим, там, вот тут еще, знаете, что с аудиокодеками вопросы будут. Такое. То есть воспроизводит неплохо, качество изображения неплохое, я вам честно скажу, и яркость достаточно прикольная. Сейчас попробуем откалибровать его и посмотрим на картинки тестовые. Поехали. По оверскану все изображение влазит в матрицу, это нормально. По яркости. Я, кстати, вижу все квадратики. Давайте мы сейчас посмотрим, можно ли настроить. Слушайте, вот как настроить яркость и контраст, Сейчас цветовая температура, давайте в дисплее. Стандартный, светлый, мягкий, пользовательский. Яркости мы немножечко добавим. Хорошо. Неудобно, что при просмотре картинки вы не можете регулировать яркость и контраст прям на картинке. Я не знаю, как камера передаст, но я вижу все градации, и четверочку вижу, она так и должна быть еле видимая до 24. По контрасту ни хрена не вижу только 235, 231, поэтому будем с контрастом сейчас играться. Сейчас выйдем в главное меню и будем с контрастом играться.
Так, дисплей, пользовательский контраст. Знаете, что самое интересное? Я не вижу, чтобы на экране вообще на контраст оно реагировало. Ой-ой-ой, не в ту сторону ушли. О, все, мы выставили контрастность. 251 вижу, 247, 200 все вижу. Отлично. Ну, девушки имеют достаточно приятный вид. Слушай, а ну скажи мне, резкость нормальная у него? Да? Девушки имеют достаточно приятный вид. Цвет кожи близок к естественному. Дальше поехали. По цветам. Это аквамарин, еще один аквамарин белый. В принципе нормально. Любые искажения, которые вы видите, возможные. У нас просто полотно чуть пострадало тут после определенных событий. Но в целом изображение нормальное. По белому нормально, оно не серое. Красный нормальный. По градациям. Само собой здесь не 10 бит, поэтому градации мы будем видеть лесенку. Слушайте, по цветопередаче он еще неплохой проектор. Вот как бы... Есть, само собой, у данного типа проекта эффект линзирования. Это один LCD проектор. Что тут говорить? 7 синий, серый, еще серый, черный. По черному, в принципе, тоже неплохо. По цветам, слушайте, даже корректировать не надо. Почему? Потому что вижу все градации в желтом, красном и синем, и в сером в том числе. Как-то удачно у нас получилась калибровка. Да, абсолютно вижу. Внизу 3 полоски, они 3 с легко различимыми градациями. Как и здесь, в принципе. Здесь 64-шаговый паттерн, тоже видно нормально. Так, по контрастному и яркостному анализу. Слушайте, ребят, вот действительно все есть. Вот все есть. Как и здесь. Насыщенности немножко убрать, и будет вообще идеально. По яркостно-контрастному в сером цвете все квадраты видны, в синем все квадраты видны, в зеленом все квадраты видны, в красном тоже все квадраты видны. То есть, в принципе, даже базовая калибровка при минимальной корректировке яркости и контрастности дает нормальный результат. Смотрите, у нас сейчас затемнение комнаты порядка... Кстати, неплохая детализация. Очень неплохо. У нас затемнение комнаты порядка там 90%. Сейчас, Настя, включи, пожалуйста, задний свет. Посмотрим, насколько яркости хватит для просмотра, допустим, проектора. Сейчас какую-то картинку выведем. Ну, я вам скажу, я вижу здесь изображение. Сейчас мы до картинки дойдем. В принципе, ну сейчас освещение где-то 70% номинальной яркости. То есть достаточно неплохая яркость у проектора. Выключай. Неплохая цветопередача. По презентационным свойствам сейчас посмотрим на тексты. По текстам. Сейчас у меня расстояние 3 метра до где-то 2,5-3 метра до стены от проектора. Я вижу до 12 шрифта. В принципе, можно использовать как презентационный. С этим он справляется. Эффект линзирования, я вам скажу, есть на любом проекторе такого типа. То есть, о чем это говорит? О том, что если мы выберем с вами паттерн, ну, например, такого типа, то мы с вами будем видеть по углам такое еле заметное размытие. Хотя, в принципе, здесь очень даже неплохо это все работает. Ну, сейчас посмотрим. Да, то есть у нас есть в центре очень-очень четкое, и по краям еле-еле заметный эффект линзирования. То есть, ну, другого мы здесь не могли получить. Все проекторы этого типа имеют такой эффект. В принципе, это неплохо. Это неплохо. То, что это нельзя использовать в качестве полноценного проектора с Android, потому что Android, видите, урезанный 1080p. Ну, мы сейчас попробуем с вами тестовые. У меня есть тяжелые фильмы. Сейчас попробуем включить. Ну, вот видите, аудиокодеков нет. То есть он перемалывает 70 гигов, да, 70 гигов перемалывает. Кстати, для того, чтобы смотреть фильмы, ну, мы чуть-чуть примылили, да, там часть этого фильма. Для того, чтобы смотреть фильмы со звуком, ну, сейчас пойдем попробуем, должно VLC работать, по крайней мере. Насколько я знаю, в данных проекторах. А ну-ка, смотрим мои приложения. VLC есть. Сейчас попробуем, будет звук или нет. Вот видите, очень медленно. Процессор, очень-очень слабый процессор. Совсем виснет VLC. Да, VLC завис.
Ну давайте в VLC сейчас запустим тяжелый фильм. Сможет ли он перемолоть звук? Нет, звука так и нет. А не, есть. Есть звук. Сейчас перемотаем куда-нибудь подальше. Очень ему тяжело это дается. Сразу говорю. А ну. Я стрелял сегодня на удачу. Звук тиховат. Мне просто Ребят, звук тиховат. Изображение очень неплохое. Кстати, ну смотри, как прикольно. 72. А? Да нет, звук тиховат. Это максимальная громкость. Это максимальная громкость. В глубине души, А? словно сам. Не, понятно, ну к нему нужен какие-то колонка нужна. Я хочу. Но прикольно, да? Изображение хорошее. Не, ребят, неплохо воспроизводит. Но давайте сейчас с вами попробуем основной момент, из-за чего вот мы его берем для внешних устройств. А вот TV-бокс смотрится на нем очень даже неплохо. Слушайте, прям вот мне прям нравится. Смотрите, картинка четкая, намного лучше картинка, чем при использовании с внутренним андроидом. Вот намного. При этом здесь тоже можно, смотрите, коррекция трапеции, таймер. При этом здесь тоже можно регулировать цветовую температуру и настройки дисплея. О, прям порадовало. Ну, слушайте, меня прям тянет включить YouTube. И какие-то тестовые картинки сейчас погоняем. Так, пробуем здесь наш YouTube посмотреть. Оу, здесь вот и звук получше, слушайте. И изображение поинтереснее. Вот очень поинтереснее. Класс. Слушайте, а мне нравится. Но вопрос не в том. Начнем мы с проверки, какое разрешение он берет с порта HDMI. Экран и звук. Разрешение. Он видит до 4К 30 Гц. То есть, если мы включим 4К 30 Гц, то он, в принципе, впихнет 1080p в это все действие. Давайте попробуем, поставим 24 Гц и попробуем тест на плавность, для того, чтобы понимать, есть ли в нем через HDMI нативные 24 кадра для просмотра фильмов. Так, смотрим 24 кадра Motion Test. Нет, здесь опять та же самая дергонина, то есть это не плавное перемещение шариков и квадратиков, поэтому 24К нативных, 24 кадра нативных в данном проекторе нет. Ну, тоже в этом мы просто подтвердили наши, скажем так, догадки. По тестовым роликам, в принципе, вообще идеально смотрится, цветопередача сумасшедшая. Как для проектора Full HD мне действительно нравится, и я, ну, как бы очень даже позитивного мнения о таком проекторе. В принципе, за эти деньги, $246, мы имеем Full HD проектор для просмотра киношек, очень даже неплохо. Нормально, нормально. Давайте посмотрим картинки тоже через HDMI. Сейчас. По цветопередаче меня интересует. И не сильно ли замыливает в данном... О, слушайте. Вот, начнем по яркости, по контрасту. Неплохо, яркость тоже. Слушайте, он отлично все это дело показывает. И через HDMI даже лучше намного. Намного лучше, вот серьезно вам говорю. То есть спокойно через HDMI можно брать, и выглядят, даже девушки лучше выглядят. Они, во-первых, яркости больше дает. Вот мы можем сравнивать все что угодно. То есть, Леш, поставь сейчас две картинки, которая была там и которая здесь, вот по этим девушкам рядышком. То есть по яркости дает лучше через HDMI. Также через HDMI у нас, сейчас посмотрю по цветности, белый намного лучше. Вот прям намного-намного. И по цветности то же самое, та же самая ситуация, что лучше использовать либо компьютер, либо, да, и по градациям тоже у нас все отлично, либо TV-бокс.
очень даже неплохо. Ну, что я вам скажу? В принципе, ой, слушайте, давайте через HDMI я сейчас включу тот же самый фильм. Вот будет прям интересно. Тот же самый Gemini. И сейчас перемотаем куда-нибудь. О, слушайте, да, цветопередача лучше. Намного, смотри. Вот намного приятнее смотреть, да? Ну, очень неплохо, очень. Поэтому, ребят, готов я, в принципе, проходить, резюмировать наши видосы, вернее, наш проектор. Вернее, ну как проходить? Резюмировать мы его будем здесь. И, наверное, включим для этого какой-то ролик из наших, которые мы используем для тестирования. И это будет та же самая Дикая река. И здесь я по цветности скажу, что очень даже неплохо. Да, неплохой получился проектор за его цену, Full HD матрица. При этом он еще и неплохо отображает цвета, у него неплохая яркость и контрастность. При этом яркость лучше на внешнем устройстве. На внутреннем андроиде я смотреть его категорически не рекомендую, потому что это пародия. Во-первых, он не дает больше 720p, на TV-боксе он спокойненько вытягивает 1080p чистые, и еще и в качестве. Вот смотрите, для примера, вот этот вот ролик мы сейчас с вами имеем, да, там смотрим, так, блин, зря я звук включил. Вот этот ролик мы имеем. Если мы включим YouTube, тот же самый ролик во внутреннем андроиде, то мы увидим совсем другое качество. То есть я включаю такой же ролик на внутреннем, и здесь, ну, мыльцо, во-первых, 720p, во-вторых, не та цветопередача и не та яркость. Все однозначно. Однозначно мы рекомендуем, ну, я вам скажу так, мы рекомендуем данный проектор, мы рекомендуем его для использования под внешние источники. Внутренний Android очень полезен для того, чтобы организовать 6D Keystone, как они заявляют. О, мы включили обратно наш TV-бокс и получили достаточно неплохой. Вот, все, давайте так, резюмируем. Неплохой проектор с неплохой цветопередачей, с достаточно неплохой контрастностью и яркостью, с 6D Keystone, так называемым, хотя это 4D, то есть углы и по вертикали. И я вам честно скажу, с достаточно бедным звуком. Под эту штуку необходима какая-то внешняя колонка, необходим TV-бокс, либо H96V58 с уплавнялкой может пойти, ну там уплавнялка такая себе. Лучше, конечно, использовать компьютер. В целом мы рекомендуем, и если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.